Здорово, работяги! Как дела? Давненько мы не виделись с вами. Шо, не ждали ролик? А я запарился и сделал для вас новенький видосик, в котором я поведаю вам про игру, в которой я провел свыше 1000 часов. Destiny 2. Кратенько расскажу, как начиналось мое знакомство с игрой, что происходило в самой Destiny 2 и до чего довели игру действия разработчиков, а также обсудим, стоит ли играть в нее в 2021 году. Я буду говорить всю правду про Destiny, как есть. По-любому в рядах зрителей есть фанбои, есть хейтеры, но прошу от вас понимания, что есть моменты, которые требуют разных точек зрения. Если что не так, пишите комментарии, отвечу. Ну короче, будет интересно. Присаживайтесь поудобней, не забывайте подписаться, чтобы контент выходил чаще и качественней. Берите чай, печеньки, бутерброды и начнем. Destiny 2 – широкоизвестный ММО-шутер от первого лица, выпущенный в 2017 году. Впервые я поиграл в нее еще в 2019 году, когда ее давали поиграть на 7 дней в батлнетовском лаунчере. Destiny – это та игра, в которой фоновые локации, левел-дизайн и их масштабы просто поражают взгляд и смотрятся даже лучше, чем в некоторых других MMORPG играх. Еще тогда каждый игрок мог полностью пропитаться атмосферой игры, пройдя сюжетную кампанию с уничтожением главаря расы Кабал Доминусом Гоулом. Он пытался поработить странника и забрать весь свет, чтобы получить силу, о которой он долго мечтал. Про сюжет чуть позже. Раньше игра была платной и стоила немало денег. Для меня тогда 300 гривен это были бабки. Сейчас она условно бесплатная. Каждый может попробовать ее, но вы не получите полный доступ к DLC и к некоторым активностям, которые дает full прайс игра. Но есть небольшое но. Сейчас сюжетная кампания основной игры недоступна. Об этом я расскажу чуть-чуть позже. Но мне же проще и не надо вам рассказывать всю сюжетку. По сюжету игроки принимают роль стражей, одухотворенных бойцов, которые получили силу света от странника. Ну и еще мини-компаньона призрака. Странник — разумная планета, которая обладает неизвестной силой, аналог, так скажем, бога. Странник не всегда вмешивается в наземные дела, но если вмешивается, то это всегда масштабно. Из игровых классов выбор небольшой. Есть три классических основы. Это Титан, тот же Воин, Варлок, тот же Маг и неумирающая классика Охотник. Охотник, кстати, самый нерфнутый класс. Разработчики его максимально не любят и при возможности как можно быстрее нерфят. У каждого есть три активных способности плюс ульта. Граната, способность ближнего боя и классовая способность. Ну и еще каждый класс может выбрать ветку развития. Солнечную, пустотную, ветку молнии или ветку из DLC Стазис, грубо говоря, заморозка. В игре нет понимания уровня, раньше было. Сейчас все упирается в лейтгейм. Это когда вы фармите вещи с большим уровнем силы, открывая энграммы, такие коробочки с рандомным лутом. Еженедельно вам доступны события, из которых можно получить по одной энграммке. По вторникам происходят ресеты, и вам опять доступны события, за которые вы получите новые энграммки. Хотите быстрее добраться до хайлайт контента? Фармите энграммки и прокачивайте уровень снаряжения. Все просто, как мне кажется, это даже лучше, чем качать уровни в классическом понятии. Дополнение. На данный момент выпущено 5 крупных дополнений. Проклятие Осириса, Военный разум, Отвергнутые, Обитель теней и За гранью света. Каждое дополнение я прошел лично. Это просто незабываемые истории о испытаниях, которые преодолели стражи. Это смерти, предательство, огромные масштабы происходящего, о которых вспоминать просто огромное удовольствие. Спойлерить и рассказывать про сюжетку можно вечно. Я этого делать не собираюсь, а то затянется надолго. Но именно благодаря третьему DLC Отвергнутые Destiny получила очень большую популярность. Обитель теней такая участь обошла, а последнее дополнение За гранью света временно подняло игру в топах Стима, и разработчики почувствовали в себе силу. В первом квартале 2022 года обещают новое DLC Королева Ведьма с новым контентом и сюжеткой. Вы спросите, а как вообще это все помещается в одну 80-гиговую игру, а? Да никак. Разработчики просто понемногу распиливают игру в хранилище контента, так называемое. Перед последним дополнением выпилили большую часть планет и событий. Также сансетнули почти все пушки 3 DLC. Это так называемый сансет обесценил все нафармленные стволы, которые люди собирали годами. Этим оружием можно пользоваться, да, но оно не соответствует уровню силы и не наносит урона почти вообще, разве что бегать с ним в PvP, не более.
О, я тут заговорил за режимы. Собственно, что тут есть? В PvE активности входит исследование открытых локаций, подземелья, закрытые сектора на планетах, шикарные рейды, что очень важно, и сезонные активности против мобов. Также есть всеми любимый режим Гамбит, который я раньше задротил, но сейчас большинство игроков заходят в него, чтобы просто получить еженедельную энграммку. PvP активностей меньше, но как по мне, PvP в этой игре реализовано интересно, хотя и дико дисбалансно. Ведь разработчики часто ломают баланс оружия сами лично, и иногда играть просто невозможно. Итак, в игре есть просто плейлист с разными режимами. Контроль, соревновательный режим на рейтинг 3 против 3 и другие непопулярные режимы, как по мне. Также есть события, такие как Железное Знамя. Это почти как режим контроль, но с наградной броней и немного расширенными правилами. И легендарное испытание Осириса. Это самая трудная анальная PvP активность, которая поджигает пердак. Главная задача — это добраться до локации с наградным сундуком. А для этого нужно сделать 7 побед в матчах, что крайне сложно. По статистике добирается до маяка всего-то около 25-30%. Почему мне нравится PvP? Все из-за небольшого эйм-ассиста в оружии, и стрельба здесь простая и не напрягающая, как в любом другом типа реалистичном шутере. Игровой хаб — это как небольшой торговый центр. Можно немного отдохнуть от рейдов, взять квестики, что-то купить, покопаться в личном складе вещей или забрать предметы с почты. Красивая локация, на которой просто приятно сидеть и разглядывать странника и последний оплот человечества. Игра в полной мере обладает характерными особенностями для ММО проектов. Если вы хомяк и любите собирать предметы, то у меня для вас очень хорошая новость. Здесь есть вещи разных уровней редкости. То, к чему мы привыкли: зеленые, синие, фиолетовые и желтые легендарки. В броне есть характеристики, которые повышают ваши показатели подвижности, защиты, скорости восстановления ХП, отката ульты и другие. Чем лучше шмотка, тем больше статов в ней есть. Но просто одеть вещи с большим количеством очков параметров недостаточно. Нужно собирать билд в зависимости от требуемых задач и активностей. В интернете полно гайдов с билдами. Вещи можно прокачивать, чтобы ставить модули для улучшения боевых показателей, скорости прицеливания, больше параметров характеристик и куча других модулей, которые можно достать в мире игры. Оружие здесь делится на 3 типа: кинетическое, энергетическое и силовое. Каждый использует свой тип боеприпасов. На выбор есть абсолютно разные стволы: автоматы, дробовики, луки, ракеты, плазменные винтовки, снайперки и самое крутое — револьверы. Это, наверное, лучшая игра, где револьверы возвели в культ поклонения сами игроки. Хотя это не всегда эффективное оружие, но я сам просто фанатею от них. Есть пушки с элементальным типом урона, который нужен, чтобы быстрее сбивать щиты врага и наносить больше урона. Оружие выпадает с рандомным набором перков. То есть, чтобы получить идеальный набор перков, так называемый гадрол, нужно немало времени и гринда. Еще можно поставить модификаторы для разных ситуаций и немного прокачать, увеличив характеристику абсолют. Оружие и броня в игре реализованы просто супер. Лично мне нравится вот так собирать эквип и потом выбирать, что мне пригодится, а что нет. Главная особенность — это возможность получить легендарное снаряжение в слот оружия или брони. Это особое снаряжение, которое улучшает классовые способности или дает новый функционал. Оружие имеет свои дополнительные бафы или работает немного иначе, чем классическое. Примеров просто куча, лучше сами зайдите и посмотрите, что там есть. Есть легендарки, которые выпадают только в рандомных событиях, а есть леги, которые падают за выполнение легендарных заданий или в рейдах. На самом деле, собирать легендарки — это кайфовое занятие. Выполнять особые условия, закрывать рейды — это прикольно. Но опять же, если в задании вам нужно сделать 400 активностей, то это уже превращается в гринд. Ценообразование. Немного хочу вставить свои 5 копеек, ведь цены в последнее время стали довольно высокими. Честно говоря, я плохо понимаю, с чем это может быть связано, ведь не у каждого будет 1000 рублей на одно дополнение 3-летней давности. А знаете, сколько стоит последнее дополнение? 3500 за делюкс издание, в которое войдут всего 3 сезона и пару косметических предметов. Сезонный пропуск стоит, грубо говоря, 900 рублей. Это почти как целое дополнение старых хроник. Вы серьезно? Хотя в боевом пропуске есть куча плюшек, всякие внешки и косметические предметы. Но блин, это дорого. И это я еще не заговорил за то, как они будут продавать подземелья с уникальными легендарными предметами. Ага. Как по мне, это слишком дорого для дополнения.
Это же не новая игра, это просто большой мод, дополнительный контент к основной игре. Смысл тогда делать 5 DLC, если они выводятся из игры? Делайте уже новый клиент, где будут играть в новых, так скажем, хрониках. Если помните опыт Lineage 2, там игра делится на хроники, а старый контент бесследно забывается, хотя и частично остается в игре. Ну вот сами представьте себя на моем месте. Вы купили игру с дополнениями, в которых были крутые рейды, задания и активности. Через 2 года игра стала бесплатной. 2 дополнения убрали в хранилище контента, и то, что я отфармил, уже ничего не стоит. Затем я купил самое последнее дополнение, и тут опять новость, что еще 2 дополнения убирают в хранилище контента к концу этого года перед выходом нового DLC. Круто, да? Вот и я о том же. Мне понравилось исследовать планеты, я балдел от компании отвергнутых и проклятия Осириса, а по итогу мы остались ни с чем. Кейда слили, Осириса тоже. Что дальше? Извините, но это уже крик души. Есть ли гринд в игре? Ну как вам сказать, игра из него состоит наполовину. У вас нет оригинальной сюжетной кампании. Вы купили игру, прошли дефолтную сюжетку, которую там переделали, прошли сюжетки дополнений и все. Вам нужно дальше просто фармить вещи и проходить хай-левельные активности. Если вы не любите гринд, фарм и прочие связанные с ним вещи, вам игра не понравится. Я наоборот же такое люблю. Стоит ли играть сейчас в 2021 и 2022 году? Наиграв более 1000 часов, 400 часов с Battle.net и 600 в Steam, я могу смело подвести итог. На данный момент, когда в игре трудные времена перед новым дополнением, я не советую покупать что-либо из продуктов. Поиграть я реально советую, очень ценный опыт. Зайдите и прокачайте себе персонажа, посмотрите, нравится ли вам визуальная составляющая, гринд, PvP режим, вот потом вы сможете для себя сделать вывод, стоит ли покупать дополнение. Но покупать дополнение я рекомендую только после выхода Королевы Ведьмы. Лично я посмотрю, что там по онлайну будет, посмотрю пару стримов, если меня реально зацепит DLC-шка, то я ее куплю. Вот и все. Надеюсь, это видео было для вас полезным, и вы сделали для себя вывод, стоит ли играть в Destiny 2. Надеюсь, всем, кто играет, видос тоже зашел. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видосу. Впереди еще очень много крутых обзоров игр, которые стоят вашего внимания. А я пойду что-нибудь поем. Видос получился длиннее, чем я ожидал. Ну, просто было что сказать, вот и все. Ну шо, спасибочки, что смотрели. Пишите там комментарии и не теряйтесь. Всем пока.